сморчковая шапочка. Она еще маленькая. Ну, уже неплохая. Но уже, да, уже даже ножка кое-где вытянута. Вот уже такие очень даже экземпляры приличные. И вот когда спрашивают, где искать сморчковую шапочку, да там, куда вы летом, вам в голову не придет собирать какие-то грибы. Вот такие довольно упитанные. Но еще ножки не вытянулись. Ну да, воды много было. Прям такие уже экземпляры. Вот она. Легко снимается шапочка. Шапка. Опять же, ходим аккуратно, потому что можно подавить те, которые прячутся в листве. А вот туда еще. Пошел массовый сбор. Ну, уже начинается. Вот уже здесь, наверное, 15 на 15 метров. Когда мы начинаем собирать сморчковую шапочку, мы стараемся рассказать и показать биотоп. Лес, а точнее даже заросли. Лиственные заросли, это ольха, осина, все, что есть, обязательно где-то недалеко какой-то или бывший водоем, или что-то в болотце какое-то. Вот в таких местах следует искать сморчковую шапочку. Она, конечно, еще маленькая, хотя вот уже есть и на длинной ножке экземпляры. Почему шапочка? Потому что вот она шапочка, она снимается легко с ножки. С макарониной. С макарониной, как Валера называет. И вот, смотрите, мы еще только подходим к нашему основному топовому месту. А она уже есть, она уже кругом в траве. И ее очень много. Единственное, что нужно пока еще аккуратненько очень ходить, чтобы ее не затоптать, не растоптать. Но на этих местах, это южная сторона нашего болотца, всегда на землю. шапочка вырастает первой. И если не полениться, потому что фитнес, конечно, такой серьезный получается, можно набрать ее уже очень много. Но открывать места легче, когда где-то через неделю, когда шапочка, ножка вытянется и будет заметно издалека. 3 сразу. Да. Вот они, видите, какие уже большие встречаются. И здесь можно идти, вот просто идти, не разгибаясь, поднимать любой бугорок с травой. А там шапочка. Ну, 90%. Вот она, вот вообще бугорочек. И там 100%, ну 90% будет шапочка. При сборе шапочки нож совершенно лишний, потому что она легко выдергивается, и она очень легко, эта ножка отламывается, если она длинная. Счет пошел, ну, на сотни, это точно. Да, вон она стоит вся. Да, вот Валера сейчас будет снимать, а я уже буду идти за ним и собирать. Показать, как она массово растет. Это первый гриб массового сбора, когда можно сделать и заготовки зимние. И проходить мимо этих грибов, конечно же, не хочется. И невозможно. Прячется вот так они под листиками. Маскируются. Здесь уже не сотни. Здесь уже счет пошел на тысячи. Да, здесь уже фитнес. Ладно, мы прекращаем съемку и занимаемся сбором урожая.
И когда вода сойдет, в прошлом году мы снимали шапочку под водой, еще дожди были прошли. На тех местах тоже высунется шапочка. Она там растет, ее там много. Где помельче, где покрупнее. Но как только потеплеет, выглянет солнышко, макаронина вытягивается моментально. И что интересно, насколько вырастает быстро, становится толстая вот эта макаронина ножка, настолько шапочка начинает скукоживаться. И становится И невыгодно. если на солнце, она начинает подсыхать. Все, занимаемся. Да. Заехали на одно из любимых мест, где на протяжении уже энного количества лет мы наблюдаем розовую перелеску. Вот такие сморчки, малюпасы. Вот они только полезли. Вот они, видите, сморчки, примордия. И мы пока аккуратно расчищали, и тем не менее один вот случайно Пострадал. сбили. Да. Жалко, конечно. Но их здесь очень много. Вот еще. Вот это сбитый примордия сморчка, мы их сняли, будем наблюдать, как они растут. И уже думали на выезде, что, наверное, для сморчков все-таки рановато. Но мы нашли сморчок конический. Вот это удивительно, конечно. Да, чудо. Да. Нормально, совсем не маленький. По-моему, вот там еще я видела где-то один поменьше. Ну, давай мы тебя заберем. Да, чтобы одному Да, чтобы не было так грустно. не скучно. А вот еще что такое хотелось бы покрупнее найти. Строчок гигантский. Ну, такой же приличных Да, размеров. он такой же хороших размеров. Ох, какой. Да, да. Здесь очень показательно его тело беленькое. Вот оно. И то, что вот она шляпка чуть-чуть где-то краешек нависает, но в целом она приросшая к этой вот толстой массивной ноге. Ну, этот уже такой вырос. Огромный. Большой. Да. Этот огромный. О, какой. Да. Вот. Опять же классика. Вот она какая мясистая. Ножище. Ножище. Беленькая. И здесь вот еще один. Поменьше. Ну, это еще далеко не самые крупные экземпляры. Топ-5 весенних грибов. Саркосцифа алая. Появляется первый, едва сойдет снег. Гриб съедобен, достаточно одного раза отварить. Дальше можно и замариновать, добавить соломкой, порезать в салат. Будет красиво, цвет не потеряет, при варке останется такой же алой. Сморчковая шапочка, такой же биотоп, такой же лес, такие же заросли, как и у саркосцифы алой. Гриб называют условно съедобным. Достаточно один раз отварить. Дальше можно, как все условно съедобные грибы, дальше можно ожарить и, в общем-то, делать все, что хочется. Самый дорогой, самый ценный сморчок. Здесь сморчок конический. Достаточно одной термообработки. Дальше, то есть его можно обмыть, пожарить, можно нафаршировать, поставить в духовку, можно замариновать. В общем, делайте все, что вам угодно, как вам хочется и как вам будет вкусно. Строчок гигантский. Условно съедобный гриб. Один раз достаточно отварить, промыть, а дальше на сковородку жарить с луком, сметанкой.
И последний – это строчок обыкновенный, который мы вам не рекомендуем собирать, так как может содержать яд гераметрин, особенно в южных районах. Но если вы умеете с ним обращаться, решать вам. 16 апреля 2023 года. Светлый праздник Пасхи. Мы с удовольствием погуляли по лесу. Лес нас порадовал. У нас случился первый массовый сбор сморчковой шапочки. Накануне мы пытались несколько дней назад попасть в наши любимые места в Устинском лесу, но, к сожалению, не смогли проехать, так как последний снегопад повалил очень много деревьев, и не знаю, как мы проберемся в те места, поэтому поехали подальше. Это граница Березинского и Клищевского районов, где всегда тоже очень много сморчковой шапочки. Она только-только начинает выходить очень массово с южных сторон, где больше обогревается солнцем. Там она уже, конечно, на такой вот ножке макаронине. В теневых местах она только проглядывает, но в некоторых местах ее еще нету, потому что стоит вода, половодье еще не сошло. А сморчковая шапочка у нас любит расти там, где много воды. Мы очень рады. Мы даже нашли и первые сморчки. Мы нашли примордия сморчков, за которыми постараемся наблюдать, как они быстро растут. Подписывайтесь на наш канал. С нами интересно. Мы всегда найдем грибы. Мы всегда что-то соберем. Постараемся интересно о них рассказать. Пока!